Это видео я решила посвятить такой теме, как недовязы и долговязы. Это такие два момента, наверное, с которыми сталкивается абсолютно, наверное, каждый мастер. Может быть, не все мастера сталкиваются с этим. Возможно, у кого-то очень много всего, и они думают, как от этого, ну, не то чтобы избавиться, а как с этим работать, чтобы не было столько вот недовязов, потому что сейчас мы живем в такое время, когда вязаные изделия набирают обороты, и хочется связать и это, и такое изобилие пряжи, и такое изобилие изделий, моделей, всего. YouTube просто переполнен, журналы. Да просто ты идешь по торговому центру и видишь разные вязаные изделия, топы, сумки, очень много всего в масс-маркете, много всего в интернетах у разных брендов, в том числе и у люксовых брендов. И тебе хочется пробовать своими руками, например, или просто приобрести эту вещь. И, соответственно, после этого каким-то магическим образом начинаются вот эти вот недовязы. Потому что ты сегодня вязал одно изделие, потом ты переключился, еще начал параллельно вязать еще. И я, например, смотрю некоторых мастеров, я очень сильно ими восхищаюсь, потому что они рассказывают, вот у них там столько проектов сейчас, 4 параллельно проекта они ведут, или там для меня 2 это вот потолок, для меня 2 это все. Если у меня больше 2, меня начинает аффектить внутри. Поэтому я очень восхищаюсь людьми, которые умеют лавировать. И для меня, например, это не работает. Вести несколько проектов и вот эти вот недовязы. Или, например, у многих мастеров, я уже видела также на Ютубе, лично общалась, есть просто какая-то корзиночка, коробочка с недовязами, к которым они когда-то вернутся. Давайте начнем по порядку. Как я к этому вообще пришла и поняла, что мне нужно что-то с этим делать, и какие способы я нашла. Вернее, это такой не новый способ, я о нем сейчас расскажу. Пришла я к этому в июле месяце, когда мы переехали, и я начала паковать вещи вместе с мужем. Я смотрю, у меня вот это недовязано, вот тут я что-то тестила, вот тут что-то пробовала, и в итоге тут кусочек, там кусочек, топ вот этот зеленый, который уже довязан, я рассказывала. Потом вот эти кардиганы, которые я представляла себе одно, а получается что-то другое, что с этим делать, как это доделать и так далее. И вот такие вот моменты, мы переехали, уже месяц прошел, мы адаптировались, вошли уже в режим. Я начала все эти запасы перебирать, вот эти свои проектные, что я делала, потому что со мной работает, я возвращаюсь к проектам и доделываю их. У меня нет проектов, которые там годами копятся, и я такая через год, ой, я там шарф начинала вязать, надо бы к нему вернуться. Нет, я расскажу, почему вот такого у меня нет и что я с этим делаю. И, соответственно, мы сидим как-то за завтраком, и я понимаю, что нужно и за вот это хвататься, и за вот это хвататься, и там YouTube у меня из-за переезда немножко видео нерегулярно выходят, там еще что-то. И я понимаю, что у меня вообще полнейший расфокус. Вот полнейший расфокус, и нужно поймать тонус, нужно войти опять в режим, потому что во всем нужна структура. В вязании, в творчестве. Я не люблю очень сильно вот это вот выражение творческий беспорядок там и так далее, потому что творческие люди, они тоже любят порядок, они тоже любят все структуру, и тут зависит не от того, что творческий ты или не творческий, тут зависит от того, нравится тебе структура, полочки, вот это вот все по полочкам и так далее, или не нравится, а оправдывать вот эту вот коробку, которая у меня накопилась с 3 недовязами, творческим беспорядком я в силу своего характера просто не могу. Но я понимаю, что я не хочу себя там сильно теребить по каким-то моментам. Но максимум я понимаю, что
должна вот эта коробочка либо быть пустой, либо там должен быть какой-то один проект, который созревает. Вот как это, например, с кардиганом из квадратов. Можно назвать его, ну, а-ля долговяз, потому что я начинала квадраты вязать в апреле. Я их довязала очень быстро, начала в мае соединять перед переездом. Я поняла, что мне абсолютно не нравится, что получается, и то, что было в моей голове, я не так переношу это все. Я думаю, уже на месте переедем, буду с этим разбираться. Соответственно, этот проект вот в этой коробочке недовяз созревал. И это я еще могу себе объяснить. Но когда в этой коробочке начнет там пополняться что-то, меня морально это будет аффектить. Это как неубранная квартира, как какой-то беспорядок. Если на рабочей поверхности беспорядок, я не могу сосредоточиться. У меня все отвлекает, я не люблю вот этот информационный шум. И то же самое касается всех творческих дел, всех вязаний и так далее. И я понимаю, что все, я вот в этой вот пучине застряла в расфокусе. И вот одним утром в июле мы сидим за завтраком с мужем, и я ему рассказываю вот этот вот момент, что я не знаю, как собраться, как вернуть тонус, как вернуть фокус, вообще, что с этим всем делать. Вроде я хочу и игрушки, ну вот тестить дальше, да, к чему сейчас я пришла. И вот это надо, и вот это, еще вот это, и, ну, короче, и полнейший момент, что я не знаю, за что схватиться. Это нормально, когда ты переезжаешь там и так далее, и периодически это нормально. Главное осознавать это и возвращать себя в тот тонус. И вот тогда мне муж говорит: попробуй мой метод Dedicated. Это он сам называет этот метод Dedicated, он сам его для себя разработал. И благодаря ему, вот этому методу, он делает очень много крутых вещей. Метод очень простой и стар как мир. Одно действие, одна задача. Один фокус, одна задача. Все, не переключаемся. Потому что вернуть фокус мозга, внимание и так далее, это очень сложно. Это такой же компьютер, который не может мгновенно с задачи на задачу переключаться. Ему нужно чуть-чуть подумать и переключиться, да. И, соответственно, тут то же самое. Нужно отдавать этому отчет, что когда тебя внешние факторы какие-то отвлекают, типа телефона, вот как я сняла видео, что начала я возвращение своего фокуса именно с чистки телефона, компьютера и так далее. С вот этих вот диджитал штучек, которые ненароком могут тебя отвлекать. И несколько лет назад я уже читала по такому методу 2 книги. Называется, первая из них «Эссенциализм», а вторая «Начни с главного» и что-то там дальше. Вторая просто называется на английском «The One Thing». Когда ты сосредоточен на какой-то одной задаче, я здесь покажу эти книги, ты делаешь больше, лучше, мощнее, можно даже так сказать. Тебя не отвлекают вот эти вот некоторые факторы. И когда вот тогда мы за завтраком об этом поговорили, я начала сразу же с первого дня это все применять. Я разгребла свои недовязы, поняла, что с каким, что делать. У меня был недовяз, это кардиган из квадратов, да, который созревал как вино до лучшего момента. Зеленый топ, который я довязала. Сразу же я села, и буквально там за 2 вечера я его все сделала. Это не заняло у меня очень много времени, просто я села, и за 2 вечера, по-моему, или даже за 1, я это все довязала. Что касается кардигана из квадратов, тоже я выпустила, когда видео по поводу сложности с кардиганом из квадратов. Одним утром я проснулась и поняла, как их соединять, что я хочу, и кардиган пошел. Вот просто он моментально вот так вот, как по щелчку пошел. И, например, для таких вещей, которым нужно созреть, но это максимум должна одна вещь зреть.
вот в этой коробочке недовяза, и можно ее переименовать из коробочки недовяза в коробочку созревания и договориться с собой, что там только одна вещь, тогда для меня это вообще супер работает. Это не аффектит меня. Я морально себя не чувствую ужасно, что у меня там какие-то проекты недоделаны, что их нужно там срочно нужно брать и доделывать, там, ну и так далее. А с остальными моментами, соответственно, топ довязала, с кардиганом из квадратов я разобралась, выйдет видео, как я его в итоге закончила и что я применила. И также у меня была сумка из рафи, я ее начинала вязать, я просто ее распустила, потому что сейчас я не готова доделывать эту вещь, я не хочу, чтобы она ничего созревала там и так далее, я просто ее в ноль распустила и решила, что я к ней вернусь после тех моментов, когда доделаю то, что сейчас задумала. Самый важный момент во всем этом. Я разграничила для себя, какие проекты я вяжу. Соответственно, у меня один проект максимум на крючке. Сейчас объясню, как это. Например, недавно я выпустила мастер-класс по цветочному топу. Я поняла, что все, я доделала те проекты, я могу начать новый. Я решила, что это будет цветочный топ. Я как раз рассказывала, что я думала, а может там топ-сетка, но сейчас не об этом. Я выпускаю цветочный топ, начинаю его вязать, и все. Я заполняю в Notion недельный план по вязанию топа. Я прикидываю свои силы, я знаю, что за неделю он точно будет готов. Это не такой глобальный проект, это не супер большая вещь. За неделю я с ней справлюсь. И вот так за неделю я на чанки разбила каждый день, что я вяжу. Я села и засекла, сколько времени у меня уходит на один ряд. Вот у меня, например, спинка состояла из 4 цветочков. Я засекала, сколько уходит на вот эту вот полоску из цветочков. Соответственно, мне надо сделать было 4 полоски. Я смотрела по времени, сколько это примерно у меня уходит. Ну, плюс-минус я там добавляла времени, потому что сейчас я связала там за такое-то время, а на следующий день, ну, может, я буду в более расслабленном темпе вязать или еще что-нибудь. Поэтому я вот это вот contingency, как говорит у меня постоянно муж, я добавляю. Итак, я расписала по дням, что, например, понедельник, вторник – это спинка, среда, четверг – это перед, потом у меня идут рукава. Соответственно, я расписала рукава, и потом идут соединения. Все, я сшиваю вместе. Все, я это все расписала по дням и четко придерживалась плану. Есть всякие форс-мажоры, какие-то моменты, которые на первый взгляд могли быть не учтены. Это тоже нужно понимать. Им нужно брать там какие-то 2-3 дня с запасом. Например, не неделя, а, ну не знаю, там 9, максимум 10 дней, что, ну, вдруг я там отдыхала от какого-то проекта там, или еще что-то. Или, например, я за день связала всю спинку, и такое может быть. Вот такие моменты нужно тоже с собой договариваться, знать свою скорость, знать свои моменты. Например, если я связала этот топ там за неделю и разбила его вот на такие чанки, это не значит, что вам нужно также за неделю. Это тот метод, который вы подстраиваете под себя. И вот сейчас, например, у меня такой уже большой проект. Я считаю, что это больше проект, чем мой цветочный топ, потому что, во-первых, он по размерам больше, с ним работы больше. И я понимаю, что за неделю, там, за 9 дней, это не тот момент, который нужно отвести на это изделие. Я понимаю, что это 14-15 дней. И плюс 1-2 дня мы берем в contingency. И, соответственно, я разбила также по чанкам, по дням, когда я что вяжу. И начала я, например, с левой части, потом я переключаюсь на правую часть. Я это все тоже разбила по дням. Тем самым
Я понимаю, когда что вяжу, я засекаю время, я отмеряю, сколько связано за день. Я также делаю заметки в плане того, сколько уже ушло пряжи, сколько, ну, там, я не знаю, в сантиметрах размера я уже связала. Это все я также заношу в Notion, чтобы отслеживать скорость вязания, какие были моменты, а не так вот, чтобы потом вот это вот вспоминать. Это недолго, это буквально вот сейчас у меня тут все под рукой в телефоне, я уже показывала, у меня есть виджет, называется он Patterns, и поэтому я в нем как раз-таки сразу автоматически заношу все вот эти моменты, и также фотографии делаю. И, соответственно, когда у меня такой большой проект на крючке, я дополнительно вот какой-нибудь маленький. Вот сейчас, например, я брала 2 дня перерыва от рубашки, чтобы связать мишку. Там, до этого у меня была тыковка, я брала 1 день, и да, даже не 1 день, это буквально там 1 час. Тем самым у тебя есть какое-то разнообразие на крючке. Ты не вот монотонно вяжешь вот этот бесконечно большой проект, а ты понимаешь, что ого, а ты уже сделал какой-то маленький. Например, со мной это работает. Взять, если хочется отвлечься там или еще что-то, вот что-то там вот загорелось, например, как у меня одним утром я загорелась и решила связать зайки морковку, то вот этот момент как раз-таки работает. И важно в большом проекте брать один какой-то день, лично мне, чтобы просто не вязать, потому что, ну, руки это тоже инструмент, они устают, и им нужно время для восстановления. И я это время для восстановления пускаю в другое русло. То же самое, как с social media. Я занимаюсь, например, вот весь этот день только ютубом или статьями там, на английском языке, на русском языке. Больше сейчас на английском языке статьями про вязание. И, естественно, подготавливаю там другие площадки. Вот все, что вот это вот в интернете и с ноутбуком связано, я вот какой-то 1 день полностью этому всему посвящаю. Тем самым у меня есть разграничение, но в то же время я понимаю, что это отдых для восстановления моих рук. И не нужно сейчас писать о том, что ты же там печатаешь. Печатать это одно, а вязать это другое. И рукам, пальцам нужно давать перерыв в любом случае. Также, например, когда на крючке какой-то большой проект, он еще вяжется, он еще не закончен, но что-то вот вы увидели на Пинтересте, там еще где-то, вы загорелись этим, вам хочется прямо здесь и сейчас вот все это бросить, начать что-то новое и, ну, как бы начать. Вот это вот старт нового проекта, он вызывает реально очень много положительных эмоций у многих, и у меня в том числе. Чтобы отвести душу, я делаю какие-то маленькие проекты, как я уже рассказывала. Либо, если мне безумно понравилось какое-то плечевое изделие, я это все увидела, думаю, блин, вот прямо сейчас бы хотела начать там или еще что-то, я беру пряжу и крючок в руки и делаю образец 10 на 10. Я просто вяжу образец, чтобы отвести душу. Вот я связала образец, я посмотрела, как эта пряжа будет, которую я бы хотела в это изделие. В этом изделии я уже сделала такую затравочку для себя, что да, я бы хотела дальше сделать большое изделие, или нет, наоборот, ну как бы надо там что-то с другой пряжей или там с другим крючком экспериментировать, или еще что-нибудь. И вот в этот момент отпускает. Я понимаю, что вот образец готов, как раз-таки можно будет в следующее изделие, после того, как я закончу то, что я запланировала, можно будет начать, образец уже готов. Я иду как раз-таки в программку, составляю полностью схему и так далее. Поэтому вот это тоже такой хороший лайфхак, который, например, со мной супер работает и не копит мне никакие недовязы. Давайте подытожим это видео. Все, что я хотела донести здесь, это одно действие, одна задача, один фокус. И когда на крючке проект, который, например, в неделю,
Это классно, не нужно отвлекаться на какие-то мелкие задачи. Если есть большой проект в 2 недели и больше, соответственно, можно как раз-таки и нужно делать перерывчики на 1-2 дня и вязать какие-то небольшие изделия или связать образец, который вот безумно вы бы хотели этого узора в новом изделии, в другом. Также очень классно составлять планы. И вот, например, в Notion у меня есть определенная датабаза, где я просто добавляю картинки, фотографии, мысли, схемы. Я их быстренько сделала в программе, все, они уже там сделаны. Я это все туда заношу на тот случай, когда я заканчиваю данный проект, у меня, например, мысли дальше, там, какой из 3 там, или 4 начать дальше. Хочу я там следующий быть, чтобы у меня был такой же большой проект там, на 2 недели и больше. Большими проектами для себя, я считаю, это то, что от 2 недель до месяца. Ну вот, с такими, знаете, перерывами до месяца. Я не знаю, что можно больше там месяца вязать, если это только не супер тонкая пряжа и не супер большой плед из тонкой пряжи. Ну, наверное, даже мысли сейчас не могу предположить, что можно вязать больше месяца, когда ты работаешь вот с вот этим методом, когда ты один проект, одна задача, и ты изо дня в день работаешь только над этой задачей. Соответственно, ты оттачиваешь мастерство, грубо говоря, над этой задачей, и вот она уже все, готова. Это круто. Положил на полочку, там носишь, ну и так далее. И приступил к следующей задаче. Это лучше, чем для меня, чем бросаться от одного проекта на другой проект, думать, что а вот сегодня мне дальше продолжать вязать чехол для подушки или вот закончить топ, там, ну и так далее. И когда в совокупности точка финиша будет все равно одна. Только в одном моменте вы не отвлекаетесь и не бегаете от проекта к проекту, от больших вот этих проектов. В другом случае вы сначала одно сделали, потом другое, и в совокупности по времени то же самое. Но ваш мозг отдыхает и не думает о том, что вот сейчас. Ну, лично для меня, потому что мозг очень устает от этих вот всех решений, от этих всех думаний, когда бесконечно думаешь о принятии решения. Есть даже определенная фраза, я вот здесь ее выведу, в одном из видео метода Вэлла я его увидела, и я поняла, что действительно нужно разгружать мозг вот от этих вот ненужных принятий решений. И лучше делать там одно за другим, шаг за шагом, нежели там кидаться и вот за это, и за это, и за это. По крайней мере, я это протестила уже практически 2 месяца, и я чувствую себя намного лучше морально, потому что у меня нет 1000 моментов на крючке, которые меня бы аффектили. И я просыпалась такая, и думаю, блин, и вот это надо, и вот это, а я же там еще вот это вязала, и мне там еще какой-нибудь недовяз ручкой мажет из корзины. Поэтому для меня это супер рабочий метод. Надеюсь, для вас это тоже видео было полезно. Возможно, вы какие-то моменты выделите для себя. Рассказывайте, какие... Ай, кусает. Рассказывайте, какие моменты вы испытываете с низовязами и долговязами, какие у вас отношения с этим всем, какой у вас опыт. Делитесь в комментариях, мне будет очень интересно почитать. И увидимся с вами в новом видео. Пока!